Согласно советам ВОЗ, потребление натрия для человека не должно быть больше 2 граммов в день, приблизительно 5 граммов соли или 1 чайная ложка. Однако некоторые ученые считают, что даже 5 грамм соли в день – это перебор. Последние исследования подтверждают, что это так. Современная пища перенасыщена солью. Люди, не следящие за количеством соли в рационе, могут незаметно для себя увеличить потребление соли до 30-40 грамм в сутки. Важно понимать, что злоупотребление солью более 13 грамм в день увеличивает вероятность развития сердечной недостаточности. Краткая справка, к чему приводит избыток натрия. Ионы натрия связывают воду, и избыточное употребление натрия с пищей приводит к накоплению лишнего количества жидкости в организме, в результате чего повышается кровяное давление, что является фактором риска сердечных заболеваний и инсультов. При дефиците калия натрий из внеклеточной жидкости беспрепятственно проникает внутрь клеток, привнося избыточное количество воды, от чего клетки раздуваются и даже лопаются, образуя рубцы. Жидкость накапливается в мышечной и соединительной тканях, возникает водянка. Таким образом, постоянный избыток соли в питании в конечном счете приводит к отекам, гипертонии, заболеваниям почек. Однако не спешите выбрасывать соль и называть ее белой смертью. Доказано, что дефицит натрия в рационе также приводит к проблемам. Употребляя менее 2 грамм поваренной соли в день, вы повышаете риск кардиопатологии на 40%. Вот почему так важно найти и соблюдать золотую середину. Так сколько же нужно употреблять соли в день? На экране вы видите таблицу дневной нормы потребления натрия для всех возрастных групп. Дневная норма потребления натрия. Младенцы от 0 до 3 месяцев – 200 мг. Младенцы от 4 до 6 месяцев – 280 мг. Младенцы от 7 до 12 месяцев – 350 мг. Дети от 1 до 3 лет – 500 мг. Дети от 3 до 7 лет – 700 мг. Дети от 7 до 11 лет – 1000 мг. Мальчики и девочки от 11 до 14 лет – 1100 мг. Юноши и девушки от 14 до 18 лет – 1300 мг. Мужчины и женщины – 1300 мг. Дневная норма потребления натрия для взрослого человека составляет 1300 мг. Столько натрия содержится всего в 3,5 граммах пищевой соли. И это не 1 чайная ложка, как рекомендуют многие. Это треть чайной ложки. Именно столько натрия нужно вашему организму в сутки. Однако есть исключения. Летом в связи с повышенным потоотделением эта потребность возрастает примерно в 2 раза. Это же относится и к людям, которые занимаются спортом. И не забывайте, речь идет не только об употреблении соли из солонки, которая стоит на вашем столе, но всей соли, которую вы употребляете вместе с пищей в течение дня. Если вы подсаливаете первые и вторые блюда во время приготовления, то очевидно, что солонку со стола нужно убрать подальше. Как снизить потребление соли? Первое. Кушайте больше свежих фруктов и овощей. Многие овощи содержат в себе этого элемента вполне достаточно, дабы полностью отказаться от его употребления в чистом виде. Второе. Откажитесь от соленых закусок. Обычно они содержат гигантские дозы соли. Третье. Правильно готовьте блюда. При приготовлении овощей старайтесь по возможности немного недосаливать их. Вкус от этого только выиграет, а нужда в дополнительном солении отпадет. Четвертое. Ищите заменители. В кулинарии полно самых разнообразных натуральных приправ, которые будут в отличие от соли реально полезными. Это может быть петрушка, хрен, чеснок и так далее. Перейдя на эти приправы, вы сможете отказаться от дополнительной соли.